Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Благодарю за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня у нас калейдоскоп, финская новостная нарезка с небольшими испанскими вкраплениями. Кому интересно, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. С печальной новостью начался Новый год для жителей одного из районов города Ванта. Их детский сад Кимара сгорел из-за петард, которые, по словам свидетелей, запускали два молодых человека на территории детского сада. Раздался хлопок, и здание охватило пламя. Детсад сгорел. Теперь родители думают, куда определить около 100 детей. А в прессе опять задается вопрос, не пора ли наконец запретить эти самодеятельные фейерверки? От них лишь мусор, вред и ущерб. Движение поездов из Хельсинки в Таллин должно было начаться в декабре прошлого года. В последние годы о проекте было мало слышно, но он не похоронен. Туннель планируют построить к началу 2030-х годов. Оценочная стоимость проекта 15 миллиардов евро, из которых несколько миллионов уже освоены. Проект затягивается из-за сложных процедур получения разрешений в Эстонии. Там все крупные проекты проходят через правительственные бюрократические круги. В августе 2024 года проект вновь обсуждался на встрече премьер-министров Эстонии и Финляндии. Мне нравится оптимизм правительства обеих стран в отношении проекта, но безопасность вызывает беспокойство, памятуя и подрывы подводных кабелей в Балтийском море, и подрыв газопровода. Тревожно. Доверие финнов к системе здравоохранения находится на тревожно низком уровне. Согласно результатам свежего опроса Helsinki Sanomat Gallup, лишь 52% опрошенных уверены, что получат качественную медицинскую помощь в случае болезни. 37% вовсе не доверяют системе здравоохранения, а 11% затруднились ответить. Неотложной помощью довольны меньше половины опрошенных – 46%. 37% недовольны, а 17% не смогли определиться. Больше всего недовольных первичной медицинской помощью оказалось в Хельсинки и в регионе Uusimaa. В 2020 году 90% опрошенных доверяли здравоохранению, но теперь реальность другая. Обыденный опыт людей явно показывает жесткую реальность, несмотря на то, что в некоторых областях специализированной медицины финская система здравоохранения находится на мировом уровне. Широкое недовольство становится проблемой, ведь здравоохранение является важной частью государства всеобщего благоденствия, и на него выделяется значительная часть бюджета. Финансирование ограничено, и обществу предстоит обсудить, как расходовать средства. С Нового года вступили в действие меры правительства по улучшению доступности социальных и медицинских услуг. Теперь срок гарантии лечения удлиняется с нынешних 2 недель до 3 месяцев для первичной медицинской помощи и 6 месяцев для стоматологической помощи. Также увеличиваются максимальные сроки для последующих приемов у врачей и стоматологов. Таким образом, правительство намерено сэкономить 95 миллионов евро. Что ж, нужно заметить, что у финского правительства оригинальные представления о хорошем доступе к лечению. Ремонт поврежденного энергокабеля EstLink-2 между Финляндией и Эстонией обойдется более чем в 30 миллионов евро. Для ремонта нужно специализированное судно, которых в мире очень мало, и они востребованы по всему миру. Ожидается, что восстановление займет 7 месяцев, из которых сам ремонт всего несколько недель. Ремонт включает подъем кабеля на судно, замену поврежденного участка около нескольких сот метров и обратную укладку. EstLink-2 важен для энергетических рынков Финляндии и Эстонии. Его отключение может вызвать рост цен на бирже.
Финляндия арестовала нефтетанкер «Игл-С», который подозревается в повреждении подводного энергокабеля «Эстлинг» между Эстонией и Финляндией. О том говорите. Не, повреждение вот этого последнего кабеля, так. это, извините, разрыв энергоснабжения между Финляндией и Эстонией минимум на 7 месяцев. Вы Так, чего? и что там, что, Хельсинки бессмертны? Нет, ну это... Замерзли все? Ради не чего? замерзли, но Ради чего это делать, Андрей Владимирович? Именно как раз для того, чтобы, извините, создать проблемы. Это создаются проблемы. Я с самого начала не совсем согласен с формулировкой. Это не пиратские истории. Это абсолютно военная история. Балтийское море с определенного момента стало для нас театром военных действий. Неизбежно. Поскольку для нас, для нашей страны, это историческая задача. Сейчас мы решаем одну задачу. Мы освобождаем Черное море и восстанавливаем свой статус Черноморской морской державы, который был практически ликвидирован. Если бы планы НАТО были реализованы, Украина, Грузия, у нас был бы один порт на Черном море, Новороссийск. Все. Ровно то же самое они уже сделали с Балтийским морем. Это действительно внутреннее море НАТО. Давайте не будем себя обманывать. Маленький Калининград и находящийся в заливе Санкт-Петербург. То есть они закрыли то окно, которое Петр открыл в Европу. Молодцы, с ноги. Наша задача освободить для себя Балтийское море. Это театр военных действий. И то, что происходит, это эскалация. Пограничная служба Финляндии повысила готовность к ликвидации нефтяных разливов в Финском заливе из-за деятельности российского теневого флота, перевозящего нефть в обход санкций. Некоторые суда находятся в плохом состоянии и включены в международный черный список. Если разлив произойдет в открытом море, ответственность несет пограничная служба, а в прибрежной зоне – местные спасательные службы. Для борьбы с разливами используются нефтезаградительные боны, которые могут быть развернуты за несколько часов. Зимой работа осложняется льдами, но у пограничной службы есть техника для сбора нефти в сложных условиях, что замедляет ее распространение. Нарвик, городок на севере Норвегии, с населением в 14 тысяч человек, живет за счет рыболовства и перевозки грузов через его порт. Однако изменившаяся геополитическая ситуация сделала порт Нарвика стратегическим узлом. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО привело в порт Нарвик на его дороги и железнодорожные пути участвующих в учениях солдат и военную технику. Новая больница получила статус готовности на случай чрезвычайных ситуаций и сможет принимать раненых солдат и гражданских лиц в условиях кризиса. Президент Финляндии Александр Стуб во время визита в Норвегию в сентябре прошлого года заявил, что Балтийское море больше не может быть единственным вариантом транспортного маршрута для Финляндии. Поэтому Финляндия рассматривает возможность улучшения железнодорожного сообщения с севером Швеции и Норвегии, что важно для ее обороноспособности. Для реализации проектов требуются инвестиции в расширение складских и портовых мощностей. Норвежское правительство уже выделило средства на модернизацию инфраструктуры, а Финляндия проводит исследования о переходе на европейскую ширину железнодорожной колеи. Сегодня Нарвик стал важным игроком в изменившемся мире, но его жители надеются, что этот стратегический узел останется мирным. В Хельсинки в популярном у Нарвика в парке Даллапен-Пуисто появились общественные туалеты нового типа. В них больше не удастся заночевать, или, по крайней мере, это стало сложным. Туалеты рассчитаны только на одного человека, и группой теперь там не собраться. В новом туалете 3 отдельных кабинки, где находится только унитаз. Раньше там стоял туалет с 2 кабинками, одна с доступной средой для людей с ограниченными способностями, другая с писсуаром.
Однако город пришел к выводу, что старые модели туалетов не подходят для Даллапенпуйсту, где часто собираются наркозависимые и где туалеты используются не по назначению. Эти туалеты подвергались множество раз актам вандализма, из-за чего их пришлось убрать. В Хельсинки вандализм затронул и другие общественные туалеты. Некоторые из них пришлось демонтировать, чему несказанно рады местные жители. Нет туалетов, нет маргиналов. В настоящее время вызывают проблемы туалеты, например, в районе Алпела. Местные жители требуют их убрать. Согласно проведенному в прошлом году опросу, мигранты считают столичный регион самым привлекательным для проживания в Финляндии. Но они не хотят жить в городе, где их больше всего. Только 36% иностранцев, проживающих в городе Ванта, хотят остаться в городе, тогда как в Хельсинки этот показатель составляет 84%, а в Эспо 74%. В 2023 году в городе Ванта 27% населения были иностранцы. Новости из Швеции. После изменения закона в 2022 году Швеция утроила количество депортаций преступников. 666 решений за год. В 2024 году Швеция депортировала 341 преступника, и еще 1000 человек ожидают своей очереди. Были внесены несколько изменений в законодательство. Ранее для принятия решения о депортации требовался приговор за преступление минимум 1 год тюремного заключения, как в Финляндии. А сейчас достаточно 6 месяцев, независимо от того, есть ли риск рецидива. Также раньше нельзя было депортировать людей, которые приехали в Швецию детьми до 15 лет и прожили в стране минимум 5 лет. Теперь это правило отменено. Финляндия оказалась в заголовках местных газет на юге Испании. Суд в Малаге принудительно отправил в больницу бездомную финку. По сообщениям СМИ, ей 24 года, и она находится на последних сроках беременности. И весь год она жила в палатке со своим марокканским приятелем, партнером, ночуя в разных местах на улицах города. Местная ассоциация Un Nuevo Futuro обратила внимание на ее условия жизни. По словам председателя, женщина, по всей видимости, страдает психическими расстройствами или зависимостью от психоактивных веществ. Перед Рождеством она была буквально на грани родов. Администрация города предлагала ей помощь, включая билет в Финляндию. Но женщина отказалась возвращаться и прекратила общение с семьей Финляндии. Власти тайно наблюдали за женщиной, чтобы обеспечить ее безопасность. Перед Рождеством суд решил принудительно поместить женщину в больницу для обеспечения безопасности ее и ребенка, так как она отказывалась идти в больницу добровольно. Сейчас она находится в больнице под наблюдением. Прежде чем проститься, приглашаю вас в Испанию на праздник Трех Королей. 5 декабря волхвы прибывают в город, чтобы поклониться младенцу Иисусу. Шествие проходит через город, детям с машин разбрасывают конфеты. Приглашаю вас посмотреть на этот праздник. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!